Полгода продаж 12-го айфона, жалобы на огромные рамки экрана с убогими 60 герцами все еще имеются. Острые грани, отсутствие зарядки в комплекте и все тот же конский ценник. Где можно увидеть плавность самой сбалансированной оболочки, если экран здесь на минималках? Как принимать их лютую автономность, если девайс просто не дает пройти стандартные тротлинг-тесты с одной стороны, с другой не имеет аналогичных флагманам отклика сенсорного слоя и частоты обновления экрана. Да и автономность в играх здесь просто ужасно. И можно было бы просто хейтить, если не защита от влаги IP68, которая отрабатывает на все 100. И работа камеры, которая на данный момент под тестом DxOMark опережает не так много флагманов. Притом объективно для пользователя более удобные камеры, чем у айфонов, лично я считаю не придумать. Сколько у меня было смартфонов, самая простая съемка идет всегда с айфона. При работе с другими телефонами нужно слегка подумать. Но держим в уме, 99% представителей прекрасной половины человечества покупают его, потому что он красивый, я прям в этом уверен. Если плюшки будущей 15-й версии iOS в виде SharePlay и iCloud Private Relay по факту будут интересны максимум 3% пользователей, пользоваться ими будет еще меньше людей. Сейчас расскажу вам про все эпичные фейлы данного девайса, не забыв про плюсы. Tube891, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и мои основные телефоны на данный момент это Huawei P40 Pro и OnePlus 9 Pro. До этого были основными телефонами в разное время Pixel 4, OnePlus 7T Pro, Huawei P20 Pro, разумеется Redmi 7 и еще много всего. Кратко, все время андроидные радости. Супруга моя уже много лет пользуется айфонами. Если год назад я бы сказал, что мне просто не по карману перейти на iOS-системы всей семьей, на данный момент объективно по железу айфоны проигрывают минимум 20 моделям на рынке. Притом конкретно так проигрывают. И это касается как стабильности, так и плавности работы, а про безопасность можете погуглить в интернете. Айфоны тоже взламывают. И я даже не планирую сейчас убеждать вас, что айфоны это плохо. Это экосистема, за которую стоит платить тем, у кого есть средства. У них все инновации в аксессуарах, самые лучшие планшеты и просто великолепные ноутбуки с наушниками. Я очень надеюсь, что этот ролик не забанят, ведь я покупал iPhone 12 на свои деньги. Мнение мое абсолютно субъективно, основано на моем опыте, и покупать я сходу его однозначно советую. Но все недостатки вы просто обязаны услышать и должны их понимать. Упаковка прямо шик, но аппарата в комплекте только один кабель для зарядки, притом с одного конца он Type-C, и значит зарядку вам необходимо будет докупать. И чехол тоже нужно будет докупать. И помимо этого однозначно большинству еще нужно будет докупать защитную пленку. И хотя я против защиты экрана, на айфоне по мне олеофобка одна из худших, что я встречал. Пленка на Samsung S21 значительно тактильно приятнее, чем стекло у яблочников. И да, на него тоже будет обзор. Скоро. Хотя, напоминаю, Samsung я также не люблю, как и айфоны. По одной огромной причине. Когда вы их покупаете, через неделю вы видите ценник ниже, чем вы купили на процентов 20. Если речь о флагманах. Плюс их постоянно скидывают по каким-то нереально низким ценам, и те, кто успевают их купить, смеются над теми, кто покупает их за full прайс, как я. Что не особо приятно. По самому аппарату грани, правда, врезаются в пальцы. Логично, правда, что вы будете покупать чехол, но все же. Габариты очень приятные, ощущение, что они прямо для девушек этот аппарат делали. В мужской лапе выглядит телефон без приставки Max или Pro будет довольно забавно. И меня мучают смутные сомнения, что аппарат по габаритам просто скопировали с Pixel 4. Ну ладно, неважно это. Данные по железу: дисплей Super Retina XDR OLED, диагональ на 6,1 дюйма, разрешение 2532 пикселя на 1170, плотность пикселей 460 пикселей на дюйм. И здесь почти все блеск. Поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват относительно P3, и это только на бумаге хорошо. Для фотографов это просто ужас. Работать с этим экраном, с цветами невозможно. Считайте, они рекламируют свой эпичный фейл, а люди не понимают. Тактильный отклик при нажатии супер. Контрастность 2 миллиона к 1, вполне стандартная. Яркость до 625 кандел на метр квадратный в обычном использовании. Пиковая максимально 1200 кандел на метр квадратный. При просмотре контента в формате HDR. Да-да, я тоже сразу вспоминаю 1500 кандел у аппаратов Samsung. И не только у них. Олеофобное покрытие ужасно. Лично по мне, в сравнении с конкурентами, оно вообще не в Красную Армию. Поддержка одновременно отображения нескольких языков и наборов символов на борту. Ну вообще плюшек у iOS-системы гигей сколько, и на это обзоров море. После всех топов, которые у меня были на обзорах, плавность интерфейса у айфона просто нереально нервирует. Герцовка здесь реально решает. Переходить с OnePlus-овских 90 Гц на этот невозможно.
Так что если у вас iPhone, не вздумайте пробовать другие смарты, потом будет тяжело переходить обратно. После обычного хорошего AMOLED белый цвет кажется здесь грязным, с разными оттенками. Нужно долго и упорно его настраивать. Шим вы и так видите. К сожалению, айфоны ничем в этом смысле от Android не отличаются. Законы физики никто не отменял. IP68 защита от влаги. Можно топить телефон без проблем. До 6 метров, до 30 минут. Процессор A14 Bionic это является однозначным достоинством. Но он тоже греется. И при зарядке греется, и в играх. Вроде говорят эталон производительности и стабильности. Но я бы так не сказал. У меня аппарат периодически также подлагивал. Здесь, как говорят, зависит все от того, как и что грузить. Телефон при зарядке греется прилично, до 42 градусов свободно. Притом упорно пытается сбросить яркость экрана. Заряжается не родной зарядкой бодрых 2 часа, так что обязательно покупать родную на 15 Вт с поддержкой MagicSafe 9. До 50% заряда он будет набирать тогда за 30 минут при его использовании. Модуль NFC в наличии, магнитометр, датчик Face ID, барометр, трехосевой гироскоп, акселерометр и датчик приближения. И датчик внешней освещенности. Внутрь можно запихать только одну физическую симку и сверху подключить одну нано-сим. В Москве СПБ это дело уже есть. Грани довольно быстро царапаются крышкой стекла. У людей один лайфхак — обклеить телефон защитой, притом в Pro-версии таких проблем нет. Встроенной записи разговоров нет, для записи разговоров есть программа eMotion, Тинькофф и МТС Connect. Это, кстати, единственный на моей памяти смартфон, который пишет звук микрофонов беспроводных наушников без костылей. По звучанию стерео, перебор слегка с высокими, но в целом звук топ. Bluetooth версии 5.0 и практически все наушники работают с ним хорошо. Но помним, что айфоны используют только кодек AAC, допиленный их программистами. И он лучше обычного, но раскрывается в основном с родными ТВС-наушниками. Да, нужно к нему покупать AirPods Max, AirPods Pro, AirPods 2 и, разумеется, умные часы Apple Watch. Если вы это делать не планируете, то я не знаю, зачем вам этот гаджет. Все у меня из перечисленного на руках, на все есть обзоры, и все их аксессуары работают отменно. Обзоры можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. К великому сожалению, это касается исключительно работы в iOS-системах. В Wi-Fi 6 версии есть поддержка сетей 5G. Минусы лично для меня: нет мини-джека, нет инфракрасного порта, нет возможности расширить память, только одна симка физическая, нет доступа к меню разработчика, чтобы реально проверить FPS и остальные прелести девайса. Долгая зарядка, притом сразу вспоминаются OnePlus и Realme с их результатами от 0 до сотки за 30-40 минут. Система занимает в сумме бодрых 11 гигабайт, и это прилично. Соответственно, когда будете планировать покупать на 64, 128, 256, решайте. Я бы взял на 256 минимум. И смарт постоянно сбрасывает яркость в играх. Основное, без всяких недомолвок, телефон продают уже очень давно, и по идее все должно быть оптимизировано. Но как только вы начинаете играть в тот же Genshin Impact, выбираете оптимальную нагрузку, выставляете единственное там 60 FPS, чтобы была хоть какая-то плавность. Уже на 6-й минуте игры телефон сбрасывает яркость, притом люто, и греется при этом прилично. И микрофризы во время игры встречаются, что тоже не критично. Но поедает эта радость беспрецедентно много. Бодрых 18% у меня ушло за 30 минут игры. Да, если вы на 11-м айфоне все выставляете на минималку и играете час, у вас телефон съедает 6% заряда. Но опять же, нужно будет вглядываться в полупотухший экран и держать в уме, что это не 12-й iPhone. Здесь все печально. Телефон 100% не про игры, и у меня после Poco F3 с его сбросом яркости через 30 минут теперь мучает совесть. По сравнению с яблоками это просто супер аппарат получается. Про камеру обзоров больше, чем разоблачений наших верхов на YouTube, и поэтому просто посмотрите мои примеры с руки и без ретуши. Вот вам пример работы камеры. iPhone 12, 4К 60 FPS, и это Центральный парк культуры и отдыха. Не особо солнечный день, ветер не особо сильный, так что сейчас вы видите, как ваш телефон или будущий, или бывший будет снимать. Максимум X3 увеличение на 4К 60 FPS, это прям совсем круто. И в целом плавность камеры, конечно, честно радует. Селфи-камера, iPhone, 4К 30 FPS, и вот так вас будет снимать, разумеется, без искажений. iPhone 12 в парке, без солнца, в пасмурную погоду. Я думаю, неплохо. Хотя, опять же, у них есть свои недостатки, у этих камер. И особо обрабатывать там нечего. И пересветы мы видим тоже есть. Но для селфи-камеры очень даже неплохо.
4К 60 FPS, тест автофокуса на iPhone 12. Ну, вообще, что и требовалось доказать без нареканий. А возможно, вы видели уже сотни таких тестов в интернете, но здесь, наверное, для меня самая главная разница в том, что я провожу все эти тесты одинаково для всех смартфонов, и мне довольно удивительно, насколько хорошо и подло с этим делом справляется iPhone 12. И опять же, это все не железо, это в первую очередь программная часть. Вечернее время, основная камера iPhone 12, снимаю с одной руки. В принципе, да и не в принципе, а снимает это дело все хорошо, несмотря на то, что поздно. А так, можете оценить, насколько это дело стабильно снимает фронталочка у iPhone 12 в 2:30 ночи в Мурино. 4К 30 FPS, последний тест селфи-камеры iPhone 12. Я понимаю, что вы уже о нем все прекрасно слышали, но напоминаю, что данный телефон был представлен на Гигей как давно, и поэтому логично, что китайцы и корейцы, многие компании уже его в каких-то моментах превзошли. Но, опять же, лично мое мнение, субъективное, как человека, который пользуется данными устройствами для съемки роликов, iPhone все-таки удобная штука. Конкретно для съемок. Если не думать, достать из кармана и снимать, это даже не Huawei, это даже не Samsung, и это однозначно даже не OnePlus. Здесь думать вообще не надо. Достал и снимай, к сожалению. Потому что ценник, конечно, конский. Цена по ссылке в описании к видео на Али на момент моей покупки 79 тысяч рублей за версию на 256 гигабайт. Выгоднее мне лично не попадалось. Возможно, будет еще выгоднее. С 20 июня будет распродажа на Али. Промокоды на нее я уже выгрузил в мою группу в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Промики будут работать уже с завтрашнего дня, кстати. Резюмирую. Советую, если есть деньги на всю экосистему. Их наушники, часы, ноутбуки. Это лучшее, что есть на рынке лично для меня. С остальным вам придется мириться. За красоту нужно платить. По факту, лично для меня смартфон одно сплошное недоразумение. И король не просто голый, а еще и бритый наголо. Но здесь нужно смотреть в общем. Девайсу не мое, но да. Девушкам дарить только их. Следующий обзор будет на S21 от Samsung. И огромный плюс iPhone, помните всегда, что если вы его купили, вы сможете его продать, не сильно потеряв в стоимости, что не касается ни одного из других аппаратов. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.